Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем инструмент ручка, или его еще иногда называют перо, и его возможности в зависимости от того, как мы его будем использовать. В своей работе я не часто пользуюсь инструментом Pen Tool, потому что большая часть времени работы над шрифтом — это изменение положения контуров существующих букв, а не создание новых. Но тем не менее, чтобы ее начать изменять, нам нужно ее изначально нарисовать. Именно это мы и сделаем в этом уроке. Мы разберем инструмент под названием Pen Tool, который позволяет нам рисовать кривые безье и просто вообще с какие-то свободные простые формы создавать. Выбрав инструмент Pen Tool на панели Toolbar, мы можем создавать хаотичные такие фигуры. Если зажмем, например, Shift, то мы сможем рисовать не свободные такие формы, а что-то конкретное под углом либо 45 градусов, либо под углом 90 градусов. Вот. А если мы этого делать не будем зажимать Shift, то мы можем вот любые формы нарисовать. Если мы возьмем и поставим точку и протянем следующую точку, то мы вытянем усы, которые позволят нам создавать не просто отрезки прямых, как вот здесь под каким-то определенным углом, а вот такие кривые, которые позволяют нам создавать непосредственно уже какие-то овальные и прочие буквы с такими элементами. Если я подведу к стартовой точке инструмент Pen Tool и нажму сюда, он у меня закроется. Мы это увидим, потому что все узлы у нас теперь выглядят вот так. Они у нас превратились в один из трех типов узлов, и при этом у нас появилась стартовая точка со стрелкой, чего у нас до этого не было, и сама фигура у нас полностью залилась. Если вдруг мне нужно нарисовать открытый контур, то я выбираю Pen Tool и точно так же рисую фигуру, но вместо того, чтобы завершить вот здесь и закрыть этот контур, я могу нажать Escape. Теперь, включаясь на инструмент Contour Tool, могу редактировать этот контур, и при этом он не заливается, потому что он у нас открыт. Это обычное поведение и нормальное, скажем так, для FontLab, но если вдруг вы привыкли работать в какой-нибудь векторной программе, и у вас даже такие открытые контуры заливаются, это можно настроить в самой программе, но обычно так я не делаю. Но тем не менее, можем зайти Edit, настройки, выбрать вкладку Glyph Window, и вот здесь мы можем включить отображение заливки открытых контуров. У меня по умолчанию стоит всегда открытые контуры не заливаются. Это позволяет мне сразу увидеть, есть ли какая-то ошибка или какая-то проблема в контуре. Но если, допустим, я выберу другую настройку и нажму Apply, мы увидим, что он у нас закрылся. При этом он у нас не закрыт, но залит. Но опять же, так можно случайно не заметить какую-то ошибку, и поэтому по умолчанию у меня вот такое открытое положение, не залитое. Поэтому сохраняем его. Если вдруг вам будет удобно иначе работать, вы можете настроить это уже непосредственно в настройках программы. Если у нас уже есть какой-то контур, мы хотим добавить в нем точку, то мы, во-первых, можем воспользоваться инструментом нож, как мы делали до этого. То есть я в любом месте могу добавить узлы, либо протянуть вот так, чтобы добавить большее количество. Но они у нас получается обычного типа, вот такие вот угловые. Если я возьму инструмент Pen Tool, то я могу по существующему контуру добавлять точно такие же точки, но при этом я могу их, наверное, еще и видоизменять вот так. Нет, кажется, я не могу, но зато могу удалять те, которые существуют уже, то есть без разрыва самой вот этой фигуры я могу лишние вот так узлы поудалять. Это не очень удобно, обычно этим не пользуюсь, когда фигура у меня уже готова, я обычно пользуюсь инструментом Contour Tool, выделяю то, что мне нужно, и бэкспейсом их удаляю, но тем не менее возможность работы с Pen Tool, удаления, добавления точек у нас присутствует. Как и большинство инструментов на панели Toolbar, Pen Tool имеет свое подменю. Делаем двойной клик по инструменту, и здесь у нас появляется вот такое меню, где мы можем выключить, переключить разные режимы работы и поведения этого инструмента. Выбираем первый пункт, который позволяет нам добавлять узлы острого типа или угловые, так сказать, у которых нету хендлов. То есть все его углы, они прям вот конкретные соединения двух сегментов. Выбираем его и начинаем кликать по нашему полю. И как видите, у нас добавляются только вот такие угловатые узлы. Вот. Принципиальное отличие этого инструмента в том, что он нам не позволяет, даже если мы вытянем и не отпустим
клавишу не позволяет нам добавить гладкие узлы. Но при этом, если мы отпустим и ничего не будем делать, мы можем предварительно увидеть, как будет выглядеть наш сегмент, который мы добавляем, чего не было в обычном режиме. Если, допустим, я отключу его, то здесь я не вижу, куда именно он поставится и как он будет выглядеть. Вот, переходим на следующий тип. Это у нас добавление кривой. То есть такая узлы, гладкие узлы зеленые. И теперь каждый из наших следующих узлов, как видите, сразу имеет хендлер. Мы можем зажать и его вот так видоизменять в зависимости от того, что нам нужно. Можем закрыть, и вот такая фигура у нас получается. Следующее добавляет у нас тангенциальные узлы, которые с одной стороны имеют прямой ровный сегмент без хендлов, а с другой наоборот хендлы есть. То есть мы делаем вот так по полю. И что мы видим? В отличие от предыдущего типа, у нас чередуется кривая с прямым сегментом, кривая с прямым сегментом, а здесь у нас все кривые. А в первом режиме у нас вообще все угловые, без каких-либо хендлов. В общем, комбинируя между собой эти режимы, мы можем добиваться разных результатов. Четвертая настройка инструмента Pen Tool позволяет нам превращать из вот такого гладкого узла угловой узел. Выбираю его, кликаю на гладкий узел, и он у меня превращается в обычный угловой узел с таким красным квадратиком. То же самое можно сделать без этой настройки, если я просто зажму Alt с выключенными вот этими всеми настройками и кликну по вот этому узлу. Он у меня превратится точно так же в обычный угловой узел. Пятая настройка этого инструмента позволяет нам редактировать существующие контуры. Если я ее включу, у нас появится вот такой плюсик, и мы можем дополнительно нарисовать какую-то фигуру, и она как бы врежется в существующий контур. То есть в обычной ситуации нам бы пришлось добавить несколько точек каких-то, вот таких, потом выбрать инструмент Contour Tool, что-то вот здесь вот так вот отодвинуть, подогнуть и так далее. А здесь, как вы видите, он просто врезал в существующий контур новые элементы, при этом нам не пришлось ничего двигать. Это удобно, если мы хотим попробовать несколько разных комбинаций. Мы обрисовали контур, нам не понравилось, чтобы не разбирать, не удалять лишние сегменты, мы просто поверх заново рисуем и так несколько раз делаем. Таким образом он просто обновляет тот отрезок, который нам не нравится. Ну и шестая настройка позволяет нам в обычном режиме, когда мы работаем, увидеть превью того контура, который мы сейчас нарисуем. То есть если в обычном режиме я вот так делаю, то я не вижу, что я сейчас нарисую, то если я включу эту настройку, то теперь я вижу, что меня ожидает до момента, когда я поставлю следующую точку. То есть это удобно, если мы хотим понимать, что нас, как себя поведет контур, когда мы добавим новый узел. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.